У меня муж в командировку уехал. Недалеко, на сутки всего лишь. Сегодня в 4 утра должен прибыть, а я одна не люблю дома сидеть. Целый день с мамой по магазинам прогуляла. Домой пришла часам к 8 вечера, уставшая очень. Решила поспать немного, а затем что-нибудь приготовить. Около полуночи проснулась от топота в подъезде. Как будто изрядно подвыпившая женщина на каблуках с железными набойками поднимается по перилам, прилагая огромные усилия для этого. Напомнила Ералаш, где памятник по подъезду на лошади за пареньком ходил. Лежу, жду, когда эта дама доберется до хаты своей, а она возьми и встань на моем пролете, как мне показалось, прямо возле двери. У нас маленькая студия, кровать напротив входной двери стоит, а в подъездах датчики движения есть, и когда кто-либо на этаж идет, свет на этаже зажигается, и это по дверному глазку заметно. Я вижу, что свет не зажегся, и тихо вроде, как будто и не было ничего. Только хотела дальше глаза прикрыть, телефон зазвонил. Дедушка мой в полночь решил поинтересоваться, как у меня дела. Говорит: «Я к вам в гости зайти хотел, не поздно ли?» Я ему отвечаю, что, мол, конечно, жду с нетерпением, а до самой начинает доходить, какие гости. Дед в областном центре в больнице уже 2-ю неделю лежит, домой не собирался, с мамой говорил только сегодня на эту тему. Должны были его в другую больницу переводить. То есть никак он ко мне в гости зайти не смог бы сегодня. Маразмом не страдает. Спрашиваю у него: «Ты когда приехал-то?» А он мне: «Так вот сегодня, недавно совсем». Туплю в трубку. Никакие из тех фактов, что мне известны, у меня не сходятся. Голос его мне каким-то странным начал казаться. Еще немного поболтали, он пожелал мне спокойной ночи и отключился. А ко мне сон уже не идет. Решила покурить сходить. Встала, тихонько взяла сигареты зажигалкой и пошла к ванной. А вход в ванную как раз близенько к входной двери располагается. Когда глаза к темноте привыкли, увидела кота своего в позе «не подходи, а то хуже будет», обращенного к двери в подъезд. Тоже встала. Он на дверь смотрит, а я на него. Слышно только, как часы тикают. И еще какой-то звук примешивается. Как мне показалось, очень много времени прошло, прежде чем я поняла, что за дверью реально кто-то стоит и дышит. Шумно так, как будто с легкими проблема. Пялюсь в полном недоумении на дверь. Начинает приходить страх. Делаю шаг назад, и в этот момент что-то сильно бухнуло по двери. Кот шуманулся под койку, у меня ноги вспотели. Буквально через мгновение из-за двери вопрос с приятным женским голосом: «Девушка, вы верите в Бога?» Думаю, ну все, отжила ты, девка, свое. А у меня над дверью 2 иконы висят. Что-то из защиты от людей с негативными мыслями в мой адрес. Точно не знаю. На работу торгаши приносили, рекламировали хорошо, так я и купила. Глаза на них поднимаю и спрашиваю. Почему-то громко очень: «Это что еще за херня? Не в курсе, защитники мои?» А из-за двери смех такой гаденький: «Хи-хи-хи-хи». И тут же: «Но я к тебе через балкон тогда зайду». И опять топот тот же, только вроде как вниз направился на улицу, а свет в подъезде так и не зажегся. Меня аж затошнило. Стою и думаю, что же делать. Ничего в голову не идет. Очнулась, когда кот к балкону пополз, будто охотится на кого-то. Подскочила к двери, одну икону сорвала вместе с гвоздиком и к балкону понеслась. Положила ее на пол прямо возле двери. Потом к окну кухонному побежала, а толку? Икон-то нет больше. Вспомнила, что материться надо в такой ситуации. Стою, матом ночь крою, как сапожник, а ничего не происходит. Никто ко мне не ломится, вопросов дурацких не задает. На улице возле дома напротив молодежь сидит, толпой общается, только не слышно звуков никаких с улицы. Наблюдая за котом, он успокоился, подошел об ноги потереться, мурлыкнул что-то и к миске своей направился. Я так решила, что раз уж кот успокоился, то и мне надо бы. А с места сдвинуться не могу. Простояла минут 10 без движения, тело мозгу не подчинялось. Потом сходила все-таки покурить. Окна открыла, а там паника какая-то. Молодежь орет что-то невразумительное, собаки воют, коты дворовые орут, будто режут их.
Сигналки на всех машинах, запаркованных во дворе, одна за другой срабатывают. Я на кота своего покосилась и окно захлопнула. Не мои это больше проблемы.